Всем привет, вы на канале SuperKit. Листал как-то OLX и чисто случайно попался такой девайс. Это роутер D-Link DIR412. Главной его особенностью есть USB-порт для 3G модема. Для меня это не случайная модель, такой роутер был уже у меня когда-то лет 10 назад. А учитывая цену в 150 гривен, за которую его продавали, да еще и с бесплатной доставкой от OLX, я не сдержался и купил. Модели DIR412 уже очень много лет, около 15. Это не новинка, но в том числе благодаря этому устройству желание раздавать мобильный интернет от 3G модема по Wi-Fi были реализованы в физическую возможность. Ностальгия пробила меня при виде этого устройства, предлагаю поностальгировать в этом видео и тем, кто, как и я, проходил через такую ступень развития в мобильной связи. Модель DIR412 появилась в 2010 году. И учитывая, что 4G в мире появился лишь годом ранее и вообще никак не имел распространенность сетей и модемов для этих сетей, такие роутеры даже не связывались с четвертым поколением мобильных сетей. Везде, в том числе и производителем, этот роутер позиционировался как роутер для 3G модема. Выглядел он очень круто для своего времени. Как и говорил ранее, USB для модема, Wi-Fi до 150 Мбит в секунду, стильный и несвойственный дизайн с USB-портом прямо сверху на поверхности, даже Ethernet есть, чтобы компу дать интернет от модема по проводу. Ведь если одно из принимающих интернет устройств это компьютер, то это же только провод. Ведь адаптеры Wi-Fi для компа не то чтобы не существовали, но они были распространены тогда явно не так, как сейчас. И даже в таком варианте, пусть и через переключатель режима между единственным объединенным смежным портом WAN и LAN для витой пары, предусмотрели возможность подключить и проводной интернет, чтобы была универсальность. И эта функция резко увеличила возможности роутера. Теперь это не только Wi-Fi давалка для 3G модема, а и элемент стабильности. Ведь даже тот, кто пользовался проводным интернетом, мог купить себе именно этот роутер и пользоваться так постоянно, а мобильным инетом пользоваться лишь в редких случаях отсутствия проводного, подключая в такие периоды 3G модем. Крутая штука для своих лет, чего и говорить. Однако, как и бывает в таких случаях, производители, даже такие как D-Link, который совсем уже дешевкой не считался, не могли или не хотели, или даже не понимали, зачем они выпускают такое устройство, и не обеспечивали должную совместимость даже с весьма популярными моделями 3G модемов, что обесмысливало покупку роутера с USB разъемом. А еще очень часто, сделав железо широкой опциональности, не наделяли его должным ПО. И вот как человеку понять, какой модем для роутера или какой роутер для модема купить, если была огромная вероятность, что одно с другим просто не заработает. Это привело к тому, что народные умельцы стали натягивать программное обеспечение от одних устройств на другие. Ну или что-то пилили сами и это прошивали в имеющиеся аппараты. И где-то в 2015 году, когда как раз у меня был D-Link DIR412, он был мною куплен с установленной прошивкой OpenVRT. Помню, что у меня было два модема, помню, что эта прошивка понимала только один. Ради интереса прошил стандартной заводской прошивкой, и она тоже воспринимала только один модем, но не тот, который понимался до этого. Прошивка в Kinetic для меня была за гранью фантастики. Да и не знал я тогда про ее всеядность. Лишь на 1 или 2 года позже я столкнулся с мини-роутером с Алиэкспресса, который прошивался прошивкой Kinetic, и я получил крутейшее устройство, которое читало почти все модемы, которые у меня были вообще когда-либо, а это штук 20-25 точно. И мой мини-роутер работает до сих пор, то есть почти 10 лет. Может, с парочкой модемов были какие-то непонятки, да, я что-то такое помню, но даже с моим 4G ZTE MF79U, который новее установленной прошивки Kinetic, не было конфликта во взаимодействии. А что самое интересное, был у меня такой же мини-роутер и с прошивкой OpenVRT. И мое мнение, что эта прошивка просто дно в сравнении с Kinetic. И вот, почитав на форумах, а также предварительно увидев, что и файлы с прошивками также выложены, я решил беру. Даже если не получится, то 150 гривен это та сумма, которая меня не остановит в желании попробовать. Роутер приехал, полностью рабочий. Кстати, как выяснилось уже после его получения, он нуждается в питании 5 вольт. Как и более популярная модель от D-Link DIR320.
Теоретически можно сделать шнур с соответствующими штекерами и можно подключать в USB того же пауэрбанка. Интересно, что на блоке питания, который приехал от продавца, указаны параметры 5 вольт и 2 ампера, хотя на самом роутере написано, что он нуждается в токе 2,5 ампера. Честно сказать, видно, что здесь с проводом или с блоком питания что-то делали, но также видно, что провод одинаков, возможно код погрыз, это уже не важно. Проверить, родной или нет блок питания, я уже никак не смогу. В гугле на картинках выпадают разные, и они все не такие, как этот. Но главное, что раз этих параметров ему достаточно, а на деле, я думаю, предел в запросах роутера еще ниже, то от Powerbank точно запитать получится, потому что порт на 2 ампера сегодня это не проблема. Родная прошивка была протестирована с помощью модема ZTE MF79U. Собственно, это единственный USB модем для мобильного интернета, который у меня есть, поэтому им и буду проверять на совместимость с роутером. Тем более, что как минимум с 2 роутерами такой девайс работает отлично в качестве простого модема. Как и ожидалось, роутер не нашел модем как устройство. Попутно сделал тест инета. Результат через Wi-Fi более низкий, чем от домашнего роутера. От домашнего роутера специально тестировал также на частоте 2,4 ГГц. Еще со времен, когда у меня такой роутер был 10 лет назад, у меня остались прошивки от D-Link. Обладая более новой версией 1.14, чем та 1.04, которая установлена, решил пойти самым простым путем. Как говорится, надежда умирает последней. Тем более, что процесс обновления прошивки достаточно прост. Через соответствующее меню в настройках роутера нужно указать путь для файла с новой прошивкой и подождать пару минут. Некоторые изменения в оформлении и словах видны, но ничего не изменилось. Модем снова не определяется и не работает. Но кроме более обновленного интерфейса с уточнениями, где не просто WAN, а 3G WAN, ничего особо не изменилось. И самая новая прошивка от D-Link для роутера DIR412 не прибавила совместимости между роутером и модемом. Еще до того, как прошить в новый вариант от самого производителя, я попытался таким же образом прошить в OpenVRT, и несмотря на то, что файл предварительно переименован из сложных символов в простое слово, система отклонила попытку и предложила выбрать корректный файл. Однако у роутера предусмотрен режим восстановления, войти в который можно посредством удержания кнопки Reset до включения питания роутеру. Предварительно соединяем проводом роутер и компьютер, затем у проводной сетевой карты компьютера нужно изменить IP-адрес с автоматического на конкретный, а именно 192.168.0.2, внести маску подсети и на всякий случай прописать основной шлюз. Это IP-адрес роутера. Это будет 192.168.0.1. Зажав кнопку, включаем питание и держим 5-10 секунд, и роутер входит в режим аварийного восстановления. Мигающая на роутере индикация режима работы изменится со стандартной, это нельзя не заметить. Далее в адресной строке браузера идем по адресу 192.168.0.1. И если все сделано верно, то видим предложение выбрать файл. Я подсовываю роутеру файл прошивки в OpenVRT и запускаю процесс. Для того, чтобы не томиться и не быть в неведении, будет обратный отсчет, по которому можно контролировать процесс. Естественно, нельзя допускать отключение роутера от сети питания. После истечения времени путь к сайту теряется, потому что роутер перезагружается и мы с новой прошивкой. Индикация режимов работы сменится вновь, она будет отличаться от той, которая была при заводской прошивке. После проделанной работы необходимо вернуть сетевой карте автоматический IP. Для входа на страницу настроек нужно набрать 192.168.1.1. Логин уже внесен, а пароль нужно внести такой же, как и логин. В обоих случаях это слово root. Попав на страницу с настройками, я узнаю эту прошивку по оформлению, которого давно не видел. И вот дело ведь не только в более унылой индикации. У меня опять флешбеки от этой прошивки. Она абсолютно интуитивно непонятная, недружелюбная, я бы сказал. Wi-Fi по умолчанию выключен зачем-то, и даже с включенным Wi-Fi я так и не смог добиться такого режима работы, при котором кабель с инетом подключен к роутеру, компьютер подключен по Wi-Fi, а я с компа и интернет имею, и доступ к настройкам роутера через страницу настроек. Это нужно было для решения главной цели, которую прошивкой в OpenVRT я не решил по сравнению со старой прошивкой, а именно мой модем как не работал с роутером, так и не работает. ChatGPT предложил прописать поиск драйверов в настройках роутера и добавить для модема.
Но вот я и не смог зайти в настройки при подключенном инете. А с отключенным интернетом, когда я имею доступ к странице настроек роутера, я не могу добавить драйвер для модема, который можно добавить только через инет, которого в таком случае нет. Попробую еще раз объяснить более легко, в чем сложность. Допустим, я установил связь с роутером через Wi-Fi. Но как только я подключаю интернет-кабель к роутеру, я получаю интернет, но теряю связь со страницей настроек. Что тут такого нужно было включить в настройках и почему эта элементарная функция не включена по умолчанию, я не знаю. Тупейшая прошивка. Без понятия, кому она может нравиться и чем она такая уникальная, что на многих профильных форумах ее всегда советовали, как нечто, которое решает все проблемы. Может, каким-то ботаном-программистам с толстыми стеклами в очках и кучей прыщей? Не знаю, но я к таким не отношусь, видимо, поэтому мне и не нравится. Итог такой, 4G модем не работает, а значит нужно двигаться дальше, к прошивке Kinetic от Zyxel. Можно, конечно же, задать логичный вопрос, а зачем тогда было прошиваться в установленное только что недоразумение? И тут простой ответ. К сожалению, такая последовательность обязательна, потому что все полезное, что может дать OpenVRT, это выход на Kinetic. Судя из вычитанного мною, выйти в прошивку Kinetic из заводской прошивки нельзя. И если бы я через режим восстановления попытался подсунуть прошивку Kinetic, то задача была бы отклонена, а на экране была бы информация про ошибку. Напоминаю, что все прошивки я делаю с помощью соединения через кабель. Теоретически, во всяком случае, некоторые процессы по прошивке, как, например, прошивка в новую версию от самого производителя, должны получиться и через Wi-Fi, но рисков больше, поэтому только провод. Это касается всех видов прошивок. А теперь к делу. Запускаю cmd.exe на всякий случай от имени администратора. Затем первая команда. Эта команда дает указание загрузить с вашего компьютера прошивку во временную папку памяти роутера. Если кто захочет это повторять, то, во-первых, все под ваш страх и риск, во-вторых, следите внимательно, в моем случае адрес указан на папку на рабочем столе. У всех эта папка будет иметь свой адрес. Его можно просто скопировать из открытого в нужном месте проводника и добавить полное имя файла. Если роутер примет эту команду, высветится следующий вопрос. Точно ли вы хотите продолжить соединение? Тут можно ввести yes или no. Ну, no было бы странным вводить, иначе зачем тогда все это делать? Конечно, нужно подтверждать действие. Важное замечание. Именно в месте, где мерцает курсор и ожидание ответа, буквы, которые нужно ввести в качестве ответа, не видны. Нужно вслепую печатать ответ и закрепить его клавишей Enter. Если все так как нужно, то пойдет процесс записи файла прошивки в память роутера. Окончание этой записи будет отмечено новой строчкой, в которой ожидается новая команда. Это еще не прошивка роутера, это просто запись файла прошивки в память роутера, из которой он будет потом прошиваться. После ввод следующей команды. Система напишет много всего, в том числе информацию про установленную прошивку. Надпись root /openvrt _dies означает, что мы внутри роутера и можно прошивать. Остается совсем чуть-чуть, нужно ввести команду для начала процесса прошивки. Все. Все команды прописаны уже с нужными пробелами, поэтому если есть пробел, то значит он тут и должен быть. Ожидание завершения. Появляется команда перезагрузки, а на фоне вне рабочего черного окна видно, как постоянно менявшиеся значения в какой-то момент замирают. Роутер вновь замигал привычной зеленой индикацией, а значит сама индикация и ее цвет привязаны к новым действиям состояния системы. Все это означает, что у роутера новая прошивка. Для того, чтобы зайти в настройки Zyxel Kinetic 1.0.0, требуется в адресной строке браузера ввести 192.168.1.1. При этом появится запрос логина и пароля. Для тех, кто пользовался устройствами с такой прошивкой, эти логин и пароль не будут необычными. Логин админ, а вот пароль 1234. Такой комбинации я не встречал. Поэтому я здесь потратил время на поиски пароля. Роутер уже имеет прошивку Kinetic, но не просто так она имеет версию 1.0.0. Еще когда искал описание этих всех прошивок, то прочитал, что задерживаться на ней не стоит. Она поддерживает далеко не все модемы.
Поэтому, полазив по настройкам, которые вижу первый и последний раз, даже не проверяя совместимость со своим модемом, перехожу к заключительному этапу для получения запланированного результата. Это прошивка Kinetic 2.0.4, которая поддерживает бесчисленное множество 3G и 4G модемов. И вновь может возникнуть вполне логичный вопрос, почему сразу не прошился в 2.0.4? Ответ прост, версия 2.0.4 больше по размеру, и она не становится напрямую на OpenVRT, так как не проходит проверку. А вот когда прошивка уже от Kinetic, то она воспринимается как своя, и прямо из веб-интерфейса самого роутера в соответствующем для этого разделе шьется на новую версию. Пару минут ожидания и конечная станция. Эх, если бы я так мог сделать тогда, когда у меня этот роутер был впервые. Я уверен, что не продавал бы его, и он бы до сих пор у меня и был. По умолчанию пароль не установлен, можно и не устанавливать. Я поставил и логин, и пароль одинаковыми, слово админ. Данный интерфейс мне хорошо знаком по мини-роутеру, у которого стоит такая же версия прошивки. Здесь есть все привычные функции и даже больше. Сразу прописывая гугловские DNS-сервера, к этой мысли когда-то случайно пришел на этой прошивке, когда пару сайтов при раздаче интернета именно через роутер с такой прошивкой не открывались. Кстати, проверил скорость интернета без добавления гугловских серверов. Скорость в 3,5 раза ниже через спид-тест, так что это реально до сих пор помогает. Так же как и у мини-роутера, здесь один разъем Ethernet, который при штатной прошивке принимал разные функции посредством переключения тумблера. В этой прошивке можно сделать так, чтобы он автоматом работал в обе стороны, и как WAN, и как LAN. Для этого в меню нужно поставить всего одну галочку. По умолчанию порт работает как LAN. После такого действия интернет начнет поступать к роутеру от подключенного кабеля интернет-провайдера, что будет видно в соответствующем меню. Как видно, тест скорости от провайдера по Wi-Fi через роутер DIR412 прошивкой от Kinetic дает где-то 40 мегабит в секунду в обе стороны. При том, что с тем же адаптером USB Wi-Fi, но от домашнего роутера Asus, скорость заметно выше. Проводной инет по проводу, особенно в ночное время, легко уходит за 100 мегабит в секунду. Да, днем есть просадки по скорости, но роутер действительно вносит коррективы в худшую сторону. При прошивке OpenVRT скорости также были ниже, чем без роутера, а самый лучший вариант был на заводской прошивке со скоростями 50 с плюсом мегабит в секунду. То есть более сложные прошивки негативно влияют на скорость через Wi-Fi. Возможно, это вызвано большей загрузкой процессора роутера, а возможно, по умолчанию присваивался более загруженный канал Wi-Fi, но это нужно отдельно проверять, задавая канал Wi-Fi роутера вручную, чего я, конечно же, проверять не буду. Мой 4G модем не требует никаких настроек, поэтому если он распознается роутером, то сразу позволяет пользоваться интернетом. О появившемся интернете роутер DIR412 с новой прошивкой сигнализирует синей подсветкой кнопки под модемом. Скорость интернета через роутер, так же как и в случае с проводным интернетом, отличается от той, которая без участия роутера. Разница мобильного интернета получилась в 1,5–2,5 раза в сравнении со случаем, если подключаться напрямую к Wi-Fi модема, не в пользу роутера с обновленной прошивкой. Тем не менее, нельзя не поговорить про выбор источника интернета. К сожалению, так чтобы нажать кнопку, будь то реальную на роутере или программную на странице настроек, и чтобы проводной интернет перестал работать, а мобильный включился или наоборот, я не нашел такой опции. Хотя и кнопка есть у роутера, но из тех функций, которые ей можно назначить, а это аж до 3 значений одновременно в зависимости от того, как нажимать на кнопку, один раз либо дважды быстро или один долгий раз. Но назначить этой кнопке такую очевидную функцию, как переключение между интернетами, нет возможности. Кнопка не будет работать и как Reconnect тоже. Единственная полуполезная функция – это отключение и включение сети Wi-Fi у роутера. Соответственно, у роутера нет аварийного переключения между подключениями к интернету. То есть в случае пропажи проводного интернета мобильный не включится. Единственное, что можно сделать, это настроить приоритеты. Изменив приоритет одного интернета над другим, в случае подключения и проводного, и мобильного интернета, можно его таким образом переключить. Также можно установить приоритет мобильного интернета над проводным. Но до тех пор, пока модем не будет подключен к роутеру, работать будет проводной как единственный.
А в момент подключения модема будет переключение на мобильный интернет за счет более высокого приоритета. Также можно настроить и в обратном случае, но тогда приоритет будет у проводного, и чтобы в таком случае включить мобильный интернет, провод интернет-провайдера нужно отсоединять физически от роутера. В таком случае будет работать мобильный интернет, а при подключении кабеля автоматически будет переход на проводной интернет. Кстати, несмотря на то, что модем теперь подключен через роутер, для управления обоими устройствами доступны их адреса для входа на страницы настроек 192.168.1.1 для роутера и 192.168.0.1 для модема. Если понаблюдать, чей Wi-Fi дальше пробивает прошитого роутера или 4G модема ZTE MF79U, то здесь я особой разницы не заметил. В обоих случаях, по мере моего отдаления от их местоположения, уровень сигнала падал приблизительно одинаково. Несмотря на то, что прошивка изначально касалась другого роутера и допилена народными умельцами, все равно интересно продумана индикация. Все горит и мигает зеленым цветом, но в случае подключения модема дополнительно загорается желтый у значка питания роутера. Ну и кнопка, которая теперь настроена на отключение и подключение Wi-Fi, также подсвечивается синим, как только любое интернет-соединение установлено. Мне тут пришла в голову интересная мысль. Да, USB у роутера один, но у меня же есть USB-хаб, а это означает, что я могу сюда подключить два 4G модема. И интересно, что роутер увидел оба, а значит можно переключаться не только между проводным интернетом и мобильным, а и между еще одним мобильным интернетом. Это просто клондайк для периода десятилетней давности. Я бы и 3 модема подключил проверить, но негде взять третий. Функционал роутера с установленной новой прошивкой заметно лучше и интереснее многих современных роутеров. Все эти 15 лет, которые прошли с момента выхода роутера в мир, шло развитие технологий. Конечно, сейчас он проигрывает современным устройствам. Но, как только что отметил, вопрос не в функционале, а в стандартах скорости Wi-Fi, в отсутствии частоты Wi-Fi 5 ГГц, в возможностях процессора роутера, в конце концов в скорости проводного интернета. Но представьте, что мы в 2012 году и у нас только 3G, скорость которого в 10 мегабит в секунду уже очень большая радость. Этот роутер бы точно справился с таким. В магазинах сейчас полно разных роутеров, которые имеют USB-порт для подключения модема, а зачастую намного проще сразу купить модем с возможностью раздавать Wi-Fi. Это будет и проще, и дешевле, и мобильнее. Если нужно стационарное решение, то есть варианты роутеров со встроенным модемом, который обладает куда более высокой категорией и может выдать такие скорости, что и проводной интернет будет курить в сторонке. Если у вас есть ностальгические позывы, а где-то в шкафу завалялся такой роутер, то можно протереть с него пыль и попробовать поиграться, наполнив его новыми возможностями. Возможно, к нему даже найдется 3G модем. Тогда это может даже еще поработать для какой-нибудь дачной поездки или редкого аварийного варианта, когда проблемы с проводным. Но если вы ищете варианты для 2025 года и только собираетесь приобретать оборудование для мобильного интернета, то мне кажется, уже не стоит смотреть в сторону данного роутера. Его возможности по совместимости и функционалу огромны, а вот по скоростям есть варианты интереснее. Намного интереснее. Даже просто модемы ZTE или Huawei с возможностью раздачи интернета через Wi-Fi выглядят более привлекательными во всех смыслах. Данное видео больше как память о том, как трудно было раньше раздать свой же мобильный интернет от 3G или 4G модема. Устройства такие, может, и были, которые это сразу сами делали, но цена вопроса была очень солидной. Пока я читал форумы и статьи, как это все делать, я видел, что там указывались и другие модели роутеров D-Link с такой же аппаратной начинкой. Поэтому, если вдруг захочется узнать про другую модель, смотрите в интернете информацию, если увидите свой роутер в одном ряду с DIR412, то этот способ должен подойти. Данные действия по перепрошивкам не обязательно делать подряд за один подход. Я это сделал не за один день. Главное завершить этап по конкретной прошивке. Это может казаться сложным, но особенно когда есть видеоинструкция, в этом разобраться достаточно просто. Самой главной проблемой, с которой я столкнулся в процессе, это очень трудно было найти файлы прошивок.
потому что все эти прошивки это не просто взятые из сайта для устройств Kinetic или любые версии OpenWrt. Это специальные адаптированные прошивки под конкретное устройство либо группу устройств, которые прежде всего имеют определенный объем флеш-памяти и АЗУ. Google по старой памяти находит много ссылок, но когда переходишь по этим ссылкам, форума уже давно не существует, а часто и домен уже куплен другой компанией, и я попадал на вообще левые сайты, которые никакого отношения к прошивкам не имеют. Встречался заброшенный форум, где вроде какие-то файлы были, но скачать их можно было только зарегистрированному пользователю. Я подал заявку на регистрацию, но она не была подтверждена. Последние активности на том форуме были давними. На одном из форумов даже написал человеку, который этим занимался, но последний раз он заходил на форум еще 2 года назад. Поэтому ответа вполне ожидаемо я не дождался. Считаю, что нашел нужные файлы случайным чудом. Когда убивал время на поиск нужных файлов, уже и пропадало желание прошивать роутер. Вот так иногда думаешь, да зачем скачивать какие-то файлы на комп, и они там будут лежать в качестве мусора. А потом проходит время, и всемогущий интернет оказывается не в состоянии сохранить все и навсегда. Так что лучше хранить файлы годами, даже если есть сомнения, что они пригодятся. Я же в свою очередь ссылку на необходимые файлы для прошивки именно этого роутера оставлю в описании. Ссылки на полезности в описании, оценивайте видео, подписывайтесь на канал. Обязательно будут новые видео о разных девайсах, если есть вопросы, можете задавать их в комментариях, постараюсь ответить на них. Всем спасибо и до новых встреч!